Представители знака зодиака Рыбы. Мои дорогие рыбы и рыбки, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события ближайшего будущего. Таро на неделю с 17 по 23 июня. Давайте узнаем, что подскажут карты для вашего знака зодиака. Будем реалистами. Конечно, любой расклад не расскажет о том, что вы чувствуете, переживаете, или какие задачи перед вами стоят. Но я так надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И все же, переложив свою ситуацию на метафору карт, каждый ведь все равно думает о своем, когда смотрит прогноз. Так вот, как раз ваша интуиция вам даст правильные подсказки. Или каким-то образом видео будет вам полезно, интересно. Итак, в традиционном нашем раскладе мы зададим и традиционные вопросы, что важно знать, неожиданности, что скрыто. Рыбы и рыбки. Первая карта. Что важно знать для вас на неделе? Какие энергии будут наиболее актуальны? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время? Или что вам может помешать, по мнению карт? Что будет помогать? Что скрыто? Смотрим энергии по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Энергия денег. И личная жизнь. Что же важно? Ну, главное в апатию какую-то не впадать. Не начать себе какую-то очень глубокую философию, нырнуть в этот омут мыслей. Ну и там остаться или выбираться потом оттуда героически. Самое главное, что важно знать, увидеть возможность. Вот, понимаете? И мысли тут ни при чем. Какой-то анализ прежней ситуации вообще дважды ни при чем. Что-то важное стоит у причала каждого дня этой недели. Поэтому быть реалистом, вот это важно знать. Ну, давайте посмотрим, что же там за неожиданности. А в неожиданностях может прийти какое-то известие, может прийти какой-то подарок. Могут быть и деньги, кстати, потому что наша принцесса кубков, рядом с ней, точнее, стоит кубок, а оттуда выглядывает рыбья голова. Один из символов именно денежных. Для кого-то из вас какая-то тоже история, может быть, сугубо личная, которая, скорее всего, или как в неожиданностях вы получаете какое-либо известие о человеке и будете думать, что же дальше с этим делать. Но вообще карта сама по себе вдохновение, когда и уверенности, как и в сегодняшнем дне, так и в завтрашнем. В неожиданностях, правда, для вас какой-то позитив или что-то приятное для вашей души. А может быть, это как новое творчество или как будет то дело, которым вам захочется заниматься. Что-то вас заинтересует настолько, что вот как если была какая-то апатия, она закончится именно потому, что новое направление. У вас будет желание чему-то или кому-то уделить внимание, так тоже может быть. Чему сейчас не время? Ставить что-либо на паузу, или думать, что само разберется, или, мои дорогие рыбы и рыбки, участвовать в каких-то мутных сделках, и, иными словами, себя тогда загнать в какой-то тупик. Не место тупику, не место лотереи, я скажу сразу. Легкие деньги опасны, я об этом часто говорю, до конца 2024 года. И если мы, в принципе, говорим на период Плутона в Водолее, помните, что любая мутная сделка, даже если она у вас какой-то прежний период раньше, она как будто прошла, проскользнула. И вы можете думать, ну, прошло же раз, а вот другой раз не пройдет. И здесь может быть такая ситуация, когда именно по Плутону в Водолее пройдет лет 5, и вам вернется какой-то обраткой тот случай, который вы уже успели забыть, но вы там сделали что-то так вот не очень хорошо. Поэтому не рискуйте собой. С другой стороны, не ставить что-то на паузу, а окончательно с чем-то разобраться, чтобы не было вот этих лишних мыслей. Тут что-то конкретное к практике вашей приближается или конкретные какие-то действия от вас потребуются. По этой карте мы и сами не должны что-то долго анализировать. Не время вообще в целом бездействию. Что же будет помогать? Ваша интуиция. Буквально это наши близкие проходят. Ваш дом, ваша крепость. Это есть тоже такое значение. Карта Луна. И у вас интуиция великолепно работает. Поэтому
В принципе, к подсказкам шестого чувства надо прислушиваться. Для кого-то творчество будет помогать, а для людей творческих это может быть новый инсайт, что-то развивать совершенно не в том направлении, в котором вы двигались раньше. Или какая-то обстановка даже вокруг вас, мои дорогие, когда никто не знает, как действовать, а вы, благодаря своей интуиции, будете знать. Это когда ваша по карте Луна помогает дружелюбие или умение договориться с каждым человеком. Вам помогает, что вы будете остро чувствовать людей. Может быть, человек не успеет еще вам сказать полностью фразы, а вы уже заметите за собой эту особенность, а я же знаю, о чем он думает. Вот какие-то такие могут быть у кого-то из вас паранормальные способности, правда, вы прочувствуете их, просто они и раньше, может, были, но здесь они вам будут помогать. И поэтому это больше самодоверие по этой карте идет. Ну и, в принципе, это когда дом действительно служит своеобразной крепостью. Это все помогает. Или вас поддерживает близкий человек. Это тоже будет важно. Что скрыто? Вам придется куда-то либо отправиться. Да, по этой карте, может быть, и к вам приедет человек какой-то. Вполне вероятно, какую-то новость принесет. Или сама по себе новость приходит, вы ее узнаете. Нарочито никто ничего не скрывает от вас. Просто карта всегда принц жезлов. Он готов к неожиданностям, понимаете? Он даже ищет их где-то. Но искать неожиданностей не надо. Они сами нас находят. Но вот быть готовым это точно. В любой момент может измениться обстановка. Нам об этом говорят. Кстати, Аркан Луна тоже об этом. И он говорит, это сейчас так темновато. Образы, как очертания есть, конкретики пока никакой. Но карта ведь говорит, выглянет солнце, все встанет по местам. Но уже теперь ты что-то можешь прочувствовать интуитивно. Ты какое-то правильное направление можешь уже сейчас себе избрать. И даже если вот неделя спокойная, до вас я сделала много знаков зодиака. И видео для многих знаков показывают, по крайней мере, карты, своеобразную паузу, может быть, период недельный таковой, что, кажется, все замерло. А на самом деле ничего не замерло. Этот, может быть, короткий период необходим для того, чтобы правильно определиться с чем-то, чтобы не было тупиковых ситуаций. Или потом начнут развиваться быстро события. Вот как раз эта карта может вместе с верхним рядом карт говорить о том, что это у тебя сейчас есть время подумать, а потом у тебя его не будет. Тебе придется действовать. Поэтому теперь ты можешь просчитать какую-то ситуацию. Теперь ты можешь основываться на отчасти своем где-то опыте и на подсказках шестого чувства, а в последующем быть готовым к неожиданностям. Дела, работа, бизнес. У кого-то могут быть конкретно деньги задерживаются. И в этой колоде карт семерка пентаклей говорит, деньги, не волнуйся, они тебе придут. Всему свое время. Всему свое время в части, допустим, оформления документов. И бумаги могут задерживаться по этой карте. Или, может быть, чиновника на месте не оказалось. Какое-то дело идет со скрипом. И правда, неспешная сама по себе неделя. Нет темпа какого-то. Но, видимо, буквально в любой момент времени что-то может и измениться тоже. И поэтому поменять свой жизненный ритм в последующем придется. Деньги вас все равно к вам, точнее, придут. Все документы будут готовы. И вообще у вас что-то получится осуществить. Просто, наверное, для вас по делам, по вашей работе, по вашей занятости – спокойное течение жизни. И даже если, как я уже сказала, что-то встало на паузу, не волнуйтесь, значит так это нужно. Это вам дается передышка именно для того, чтобы с чем-то определиться. Финансы. И вы можете, допустим, на начало недели горевать, что денег нет, а в конце недели они у вас появятся. У кого-то проиграется и так. И это может быть как поддержка близкого человека, когда вас, может быть, ваш партнер по браку или кто-то из родственников получает деньги, вот и вам какой-то подарок, или вам будет помогать, или, кстати, будет желание что-то купить для дома, а вверху у нас аркан повешенный, ну точно не в эту неделю. Тут пока все мутно непонятно, я бы сказала, деньги будут у вас, мои дорогие рыбы и рыбки, не переживайте, но тратить их нет. Я не вижу, вот с учетом верхних карт,
что это будет... Вы себе потом, точнее, скажете спасибо. Тут, скорее всего, маловероятно. Но сама по себе десятка пентаклей говорит о благополучном периоде и о всей неделе, когда есть взаимопонимание, есть радость, есть и финансы, есть и какие-то возможности. Но не расслабляйся, это на какой-то период времени. Используй этот период, чтобы продумать какую-то свою стратегию и тактику. Личная жизнь. Король жезлов – это харизматичный лидер. Это вы, мои дорогие рыбы и рыбки, и неважно, кто меня смотрит, девочки или мужчины, вы можете быть попросту привлекательны для противоположного пола. Правда, такое может быть. Но никаких решений. Вот король жезлов. Он, кстати, и не действует. Он лидером быть может. Вдохновить кого-то он может. Указать направление движения он тоже может. Но сказать, что он возьмет за кого-то ответственность, нет. Он сядет и будет думать. Вот какие-то подобные энергии, по крайней мере для вашего знака зодиака, хотя вы можете столкнуться с таким человеком, почему нет? Может быть, как новый знакомый, который рожден еще под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец или Асцендент, или по Луне, мои дорогие. А человек может даже не знать, что он по Луне. И это просто какая-то такая пафосно-лидерская позиция. Вот тоже. И будут вам тут что-то говорить. Или, может быть, говорить что-то, какую-то ерунду, которую вам нелицеприятно слышать. И нам тогда карта говорит, а ты не слушай. Вот правда. Тут как-то истина, она рядом, но не в той области. Но для кого-то может и в позитивном моменте проиграться. Все же мы все разные. О чем я хотела или на чем я хотела конкретизировать или заострить внимание. Нет движения, опять же. Сидит король, думает, никому ничего не обещает, вердиктов не выносит. В какие-то обязанности он не входит, потому что пока ситуация еще не ясна. Но нужно быть готовым где-то внутренне, что в любой момент ситуация изменится, и вы перейдете от какой-то паузы или ожидания к бесконечному драйву, кто знает. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.